Всем привет! Начало нового видоса. Расскажу вам о своей победе. Долго я к ней шел, прям долго, очень долго. Я прям сейчас вот счастлив, безмежно. Короче, с момента покупки машины, я купил машину в мае. И катался, было все нормально. А потом с приходом холодов у меня вот тут вот начало что-то стучать. Я не мог понять, что стучит. И стучит. Чем дальше, тем сильнее стучит. Я, короче, лазил, я уже залазил вот туда вот под торпеду с этой стороны вот. Там лазил. Сорем уже какой-то... Вот слышите звук? Вот этот звук. И он, короче, с каждым разом все усиливался. То есть ту зиму я откатал, я пролазил все, абсолютно все. Потом пришло лето. И летом оно перестало. Вот сейчас. Это как оно бесит. Я такой человек, что я не дотошный, как бы, и стучит, ничего страшного. Главное, чтобы я знал, что это стучит. Например, если я там еду, у меня стучит рулевая рейка. Все, знаешь, рулевая рейка, это ничего там страшного, то есть опасности никакой. А вот это вот стучит, и я не понимал. В тот момент, когда я менял топливный фильтр, я его закрутил на один болт, потому что там, неудобно его на два закручивать. И думаю, зачем каждый раз его закручивать, я оставил его на один болт. Типа, знаете, как у Жигуля стартер из завода должен прикручиваться на 3 болта, а все один болт выбрасывает, и остается только один болт. То есть, вот, типа вот так вот. Я уже его прикрутил, когда менял. Все равно стучит. И вот сейчас зима пришла, и оно прям все усиливается и стучит. Если раньше просто я прогрел машину, и оно перестало, то сейчас оно стучит все время. Просто все время. И вот я еду, и вот такой вот звук. Я уже под капотом все пересмотрел, все перетрусил, везде шумов попроклеивал, все делал, абсолютно все. В салоне я уже снизу снимал, вот там вот внизу, снимал эту... Там такая защитная штука стоит. Лазил туда под торпеду, светил фонариком, переглядывал, все пересмотрел. Лазил. Потом в одно время плюнул. Короче, недавно я полез. И вот тут вот. Сейчас я приеду, остановимся. Я вам покажу, как я решил эту проблему. У нас новые гости. Здравствуйте. Короче, пацаны, и вот я копался, и вот я, смотрите, что я нашел. Вот эта штука вот так вот она. Чтобы ты понимал, я 1,5 года искал что-то такое. А потом взял, короче, вот сюда, засунул. Я тебе сейчас расскажу. Сейчас. Как у меня тарабанит. У меня получается как бутылка 0,5. Я с крышку, когда открываешь, это нижнее кольцо падает вниз. И едешь, у меня вот так. Так, чтобы ты понимал, я снимал вот это вот. Я разбирал вот тут вот внутри, вот это вот все. Вот туда лазил. Я тупо не мог понять, где оно стучит. А потом, короче, вот недавно нашел. Реально стучит. Да, оно так стучит, что капец. Я, короче, вставил вот сюда салфетку, понял? Вот сюда вот ставил салфетку. И скотчем приклеил. Я тебе предлагаю здесь просто вот сюда, внимание, вопрос. Вот сюда вставить двойной скотч, который, понял? Двухсторонний, только широкенький такой, он есть такая белая полосочка такая. И ты его так сюда зажмешь, и он даже если будет играть немножко... Я знаешь, что придумал? Давай. Я уже, короче, пистолет разогреваю. И я сейчас вот сюда вот намажу клеем, понял? И вот так вот наклеить термоклей, сейчас посажу его. Как вариант, да. И все. Как вариант, да. 2 года. 1,5. Что ты понимал, зимой вообще так стучит, просто капец. Я был в шоке. Так бывает. Сейчас будем клеить. Термоклей решает все. Попробуем. Смотрите. Вот так вот. Вот так, короче, я его приклеил. Надеюсь, что оно приклеится и будет держаться. А сейчас нам надо, наверное, вот тут вот где-то вытереть и прицепить. Сейчас покажу еще одну наклеечку. Посмотрим, как оно будет смотреться. Получилось. Я тут еще свою сделаю. Вот такой у меня будет рекламная форточка. Не, все равно стучит.
еще раз что-то придумать туда. Стучит. Клей этот не отклеился. Он как бы держится. Но я так понимаю, стучит вот. Вот оно стучит, походу, вот сюда. Ну, сейчас я попробую что-то вставить сюда и покататься. Может, вот тут на чем-то, как Витя говорил, проклеить. Ну, сейчас мы вот так вот ставим. Вот эту вот соломинку. Ну, вот так еще прокатнемся. Посмотрим, будет оно стучать или нет. И уже если оно так не будет стучать, то я не знаю, что тут надо что-то уже придумать такое интересное. Ну, это так, чисто пробный вариант. Пацаны, вот тоже оно стучало, я вон так вот, видишь, он вставил эту бумажку. И там, получается, вот этот кончик, он бил по концу крыла. Я вставил его туда вот, и вот сейчас уже полдня я катаюсь, и ни разу нигде ничего не стучало. То есть, получается, надо как-то проклеить тот кончик, и уже будет, типа, оно нормально, не будет стучать. Так что сейчас поедем, возьмем либо термоклей, либо, я не знаю, что-то придумаю туда, и уже окончательно сделаю как-то. Потому что то, что я прицепил снизу, оно не сильно хорошо держит. Так что едем сейчас, что-то прикрепим туда и посмотрим, как оно будет работать. Ну так вот, пацаны, короче, я снял вот эту вот штуку, вот, которая вот эта вот, я ее снял, и вот я смотрю, тут, в принципе, вот все, вот тут вот чуть-чуть набито, и вот тут вот набито, то есть, получается, вот этим вот оно стучало, а стучало оно вот сюда, вот видно след, вот один и вот второй, вот тут оно понабивало. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас, наверное, зальем вот сюда вот клеем, просто клеем. И вот этот вот пиптик, вот так, короче, сделаем. Вот так вот. И вот так его припаяем туда. Туда зальем и, наверное, вот сюда нальем сейчас. Вот сюда. Сейчас я тут все повытираю. Наша тряпка. Тут все протру. И вот сюда его намертво прикрепим. И посмотрим, будет ли оно бить или нет. Чисто вот так вот. Вот тут все вот так промажу. Вот сюда налью клея много. Вот сюда положим клей. И приклеим его. И надеюсь, оно не будет цеплять. Потому что тут вот оно, я так понимаю, прилегает плотно. Хотя она вот тут вот болтается. Но тут она держится вот в этом. И она вот тут крепко держится. Еще я смотрю, набито. Вот. Чтобы показать. Вот это вот краски нету. То есть, получается, вот этим краем она набивала вот сюда. Так что греем термоклей. Вот так налью сюда сейчас нормально. И сразу его поставлю. И посмотрим, что получится с этого. Погнали греть клей. Так, ну что. Пробуем. Отводим и приклеиваем. Тут должен быть вот зазор, тут зазор. Ну, посмотрим, что с этого получится. Как думаете, термоклей порешает вопрос или нет? Вот тут чуть-чуть вылезло, блин. Ага, ни хрена оно не держит. Не, он вообще не держит. Абсолютно. Короче, термоклей до жопы. Я вот туда налил только что термоклея. Вот сюда налил термоклея. Теперь эта штука вот сидит плотно. Сидит плотно, но она уже отклеилась. Ну, короче, не знаю, покатаемся, посмотрим. Я надеюсь, что поможет.
Так что поехали еще раз проверим. Пацаны, короче, приклеил я эту штуку на термоклей. Ничего страшного не произошло. Я не знаю, сколько оно будет держаться, насколько это поможет. Но я ее приклеил, мне так было проще всего, не надо ничего покупать. Сколько оно будет держаться, как оно будет держаться. То есть, короче, сейчас у нас получается среда, я катаюсь до воскресенья. В воскресенье этот ролик выйдет на канале. Если он вышел, значит все нормально держится и ничего не тарахтит. Если вы скажете, там будет мороз или жара, оно отпадет. Ну, как отпадет, будем переделать. Будем решать проблемы по мере поступления. Так что, поехали. Кстати, вот Екатерину сняли. Теперь флаг Украины тут висит. Так что, пацаны, спасибо за просмотр. Если честно, вот такой вот видос получился. Я как бы не получил удовольствия от проделанной работы, потому что это было сделал, попробовал, сделал, попробовал, сделал, попробовал. Не было такого, знаете, что вот нашел проблему и буквально там раз и за 5 минут ее решил. Вот от этих моментов больше всего получаешь удовольствие. А тут так не получилось. Делали. Ну, хорошо, что нашел причину. То есть 1,5 года поиска, и она найдена, и теперь абсолютная тишина в машине. Так что спасибо за просмотр. Пока.